Здравствуйте, вы тренер, да? Здравствуйте. Да, я Андрей, ваш тренер. Меня зовут Ирина. Я первый раз здесь. Очень приятно, Ирина. Чем могу помочь? Я хочу узнать о тренировках и питании. Конечно. Скажите, у вас есть цель? Да, я хочу похудеть и стать сильнее. Отличная цель. Как часто хотите заниматься? Думаю, 3 раза в неделю для начала. Это хороший вариант. Вы работали с тренером раньше? Нет, раньше я только гуляла в парке. Понятно. С чего бы вы хотели начать? Скажите, какие тренировки подходят новичкам? Для начала подойдут простые упражнения. Например, кардио, упражнения с гантелями. Кардио– это бег или велосипед? Да, беговая дорожка, велосипед, эллипс. А силовые упражнения обязательны? Рекомендую их сочетать с кардио. А если у меня мало сил? Начнем с легких весов и увеличим нагрузку потом. Сколько длится одна тренировка? Обычно 45-60 минут. Все зависит от вас. Я боюсь быстро устать. Не волнуйтесь, мы все сделаем постепенно. Хорошо. А что насчет питания? Питание – половина успеха. Вы уже придерживаетесь какой-то диеты? Нет, я ем все подряд. Лучше есть больше овощей и белка. Например, курицу и гречку. Да, курица, рыба, яйца, гречка, овощи. А сладкое можно? Иногда можно, но лучше меньше сахара. Я люблю чай с сахаром. Попробуйте уменьшить сахар постепенно. А как быть с выпечкой? Можно иногда, но не часто. Ясно. А воду сколько пить? 2 литра в день – это хорошо. Можно брать воду в зал? Обязательно. Питье во время тренировки важно. Спасибо, я запомню. У вас есть вопросы по расписанию занятий? Да, когда лучше тренироваться? Утром или вечером? Кому как удобно. Главное – регулярность. Я работаю в офисе с 9 до 18. Тогда лучше вечером или в выходные. В выходные у меня больше времени. Отлично. Можем составить ваш график. Давайте. Мне удобно по субботам. Запишем вас на субботу. Еще какие дни? Можно еще среду вечером. Конечно, среда и суббота подходят. Спасибо. А как меняется программа тренировок? Сначала простые упражнения, потом усложняем. А если заболит мышца после занятий? Это нормально для начала. Главное – отдыхать. Можно делать растяжку дома. Да, это очень полезно для восстановления. Я слышала про групповые занятия. У нас есть йога, пилатес, фитнес-микс. Может попробовать йогу? Йога – отличный выбор для гибкости и расслабления. Сколько человек в группе? Обычно 8-10 человек. Можно записаться на пробное занятие? Конечно, я вас запишу на ближайшее. Спасибо большое, Андрей. Пожалуйста, Ирина, я всегда рад помочь. Здесь так уютно и светло. Мне нравится атмосфера. Спасибо, мы старались сделать зал комфортным. А это на стене план питания? Да, вы можете посмотреть и взять себе копию. Обязательно посмотрю. Очень интересно. Если возникнут вопросы, всегда подходите. Спасибо. Теперь я чувствую себя увереннее. Вы хорошо начали, все получится. У нас в Санкт-Петербурге часто бывает дождь. Да, но тренироваться можно в любую погоду.
Это правда. Спасибо за мотивацию. До встречи на тренировке. До свидания, хорошего дня.